приветствую на своем канале. С вами Вероника. Сегодня у нас расклад будет кратким и лаконичным. Два варианта. Определяйтесь, пожалуйста, кому какая стопочка больше нравится. Тема расклада: как к вам относятся хозяйка и хозяин кладбища. То есть как эти энергии, давайте я вот так сформулирую, да, как эти энергии вас воспринимают. Понятное дело, что все зависит именно от того места, которое вы посещаете, от того времени, когда вы его посещаете, да, и, ну, там еще много чего влияет на это все, но тем не менее, давайте попробуем в общей картине, да, вот так вот посмотреть. И знаете, что мне пришло в голову? Значит, вот что мне пришло. Давайте параллельно посмотрим, как они относятся к вашим недоброжелателям, если те к ним обращаются, да? Вот хочется мне глянуть, и значит мы глянем. Вот, расклад я вам записываю заранее, перед своей поездкой по местам сил. Вот, так, чтобы вас надолго не оставлять в одиночестве, поэтому постараюсь вот четко, ясно и лаконично, ну а там уже как пойдет. Итак, я хочу начать с первого варианта, второй я пока уберу, дабы он нас не смущал. Здесь разные, так сказать, ну вот в первом и во втором, да, короче говоря, от того, какой вы выбрали, тоже много чего зависит. Кстати, как вы их воспринимаете, давайте вот так скажу. Итак, первый вариант у нас это Иерофант и Верховная Жрица. То есть Верховный Жрец и Верховная Жрица, соответственно, хозяин кладбища и хозяйка кладбища. И сейчас я уже знаю, что нужно будет, видимо, брать вот эту колоду. Мне захотелось Хаш-Таро подключить сегодня. Но я еще посмотрю, нужно ли это будет делать. Так. Давайте-ка я начну с хозяина. Давайте я начну с хозяина кладбища. Сейчас посмотрим, что как здесь у нас пойдет. Как к вам относится хозяин кладбища, когда вы его посещаете? То есть на момент сейчас, да, вот последнее место, которое вы посещали, куда вы ходите, возможно, вы их меняете, либо поменяете. Так, хозяин кладбища, да? Давайте я вот так вот, скорее всего, потому что тут еще нужно будет для вот этого места. Как к вам относится эта сила? Знаете, здесь он вот больше по действиям сразу, он разрушает все то, что для вас является деструктивным, но он прекрасно знает, что есть вещи, которые вам нужно было пройти, прожить и преодолеть. То есть, знаете, здесь еще некоторые уроки эта энергия привносит в ваше пространство. Да, по итогу, конечно, все события, которые у вас происходят, они приносят вам продвижение, победу, успех. Там идут у вас духовное или материальное развитие.
У кого-то идет прорыв, когда вас начинают узнавать, замечать. Больше по менталу начинаете видеть, знаете, как, ну, зачистка, расчистка идет. Но это все вы получаете через некие, знаете, давайте так скажу, наказания в кавычках, да, то есть вы все равно проходите какие-то уроки. То есть знаете как, и кнутом, и пряником вас, вот так вот, как относятся. Давайте посмотрим, как... Ну, видят вас магом, видят вас человеком силы. Давайте все-таки вот так, потому что, чувствую, будет длинновато так. Видят вас магом. И понимаете как, вы приходите туда с одной целью, но у этих сил на вас другие планы. Они вам помогают, но знаете как, по-своему. Я бы вот так сказала, по-своему. Знают больше, чем вы, и своими путями вас ведут к тем целям, к которым и вы стремитесь. Вот так вот. Видят вас новатора эти силы. Видят, да, здесь практики, которые с помощью, кстати, того, что вы выбрали путь практика, путь эзотерика, путь ведающего человека, того, кто себя просвещает. Называйте это как хотите. Вы понимаете, они вас видят, что вы хотите добиться у вас много планов, вы много чего хотите добиться, но тут так интересно, знаете как? Вы хотите ухватить птицу удачи, и силы, то есть хозяин кладбища, это все понимает, но он вас ведет, короче говоря, по своей задумке, понимаете? Так что здесь у вас благоприятные моменты. Эта сила, эта энергия понимает, что вы приходите для того, чтобы совершать благо. Вот так вот. И они видят в вас силу. Карта освобождения выпадает. Я спросила о том, как хозяин кладбища, вот, ну, что оставляет как бы позади вас, да, он дает вам освобождение. Но вот знаете, вот такой момент все равно, вот вы пришли, у вас все получилось, все классно, но потом пошли уроки. И эти уроки для вашего же успеха, понимаете? Здесь вот такое вот... Да, слушайте, еще карту достала, и здесь карта «Мир» выпадает. Давайте я сюда положу. В итоге это для того, чтобы вы получили свои подарки. Но понимаете, не просто так. Ну, короче говоря, вот у меня ощущение, вот знаете, как родительская такая опека некая. То есть, да, у тебя все окей, мы тебе поможем, но свои уроки ты тоже будешь проходить для того, чтобы получить вот те подарки судьбы, на которые ты рассчитываешь, и получить ту награду, которую ты хочешь. Интересно, интересно, я вам хочу так сказать. Давайте теперь за хозяйку кладбища посмотрим. Сейчас я перетасую карты. Их тут, конечно, немного, но тем не менее. Вот так вот их немножечко. Так, хозяйка кладбища, как к вам относится?
куда она вас ведет. Так, а что о вас думает? Так, первый вариант. Хозяйка кладбища хорошо по очищению. Хозяин кладбища для достижения каких-то результатов. А хозяйка работает на очищение. Причем здесь именно как если бы вы кого-то, да, чистили, допустим, или себя, не суть важно. Она видит вас как целителя. Но дело в том, что здесь люди... Вот если вы этим не занимаетесь, если вы не посещаете эти места силы, пожалуйста, это вот ну, не для вас расклад вообще, да, не заморачивайтесь, не нарисовывайте себе того, чего нет. Почему? Потому что здесь... Смотрите, тоже как интересно, вообще классно, первый вариант. Хозяйка кладбища, она как бы, у нее, короче, связь больше с теми силами, да, которые стоят за вами. И это не предки духи вашего рода, это через них дальше уже другая сила, понимаете? Глубже, я бы так сказала, ниже по этажности, так сказать, во мрак. И причем эти силы дают вам освобождение, а она как проводник, понимаете, идет. И получается, вы чиститесь. Спрашиваю сейчас за эти силы, да. Эти силы, глядите, здесь колесница и колесо фортуны, то есть все время в движении, они вам несут победу, успех, удачу. Вы, короче, с ними сотрудничаете. И смотрите, я достала вопрос, как эти темные силы, да, к вам, ну, с вами вот на сотрудничество выходят. Очень плавно и ненавязчиво. Плавно и ненавязчиво, то есть знаете как... Они вас не, давайте скажу так, вот лишний раз не пугают, да, лишний раз вы даже не задумываетесь над тем, я не знаю, вам видно вообще вот эту часть карты или нет, просто мне, ладно, давайте я вот так положу, вот так. Вы даже не задумываетесь иногда, короче говоря, вы даже доподлинно не знаете, какие силы здесь вас и оберегают, и очищают. Здесь, конечно, интересные существа. Вот так я вам скажу, существа. Вот, крылатые существа. Очень хорошо вот с вами сотрудничают. У кого-то здесь может быть вставленная защита, ну, то есть вот это существо у вас на защите находится. Ребят, кто творит деструктивщину, вам вообще эта информация, ну, мимо ушей, там... Мы сейчас посмотрим, как к недоброжелателям вот, адекватных людей относится вот эта сила, и там будет все понятно. Так что я вам хочу сказать, девочки и мальчики, здесь еще достала все-таки карту посмотреть. Да, здесь, ребята, здесь очищение. Хозяйка кладбища вам дает очищение. Она как проводник тех сил, которые... готовы с вами сотрудничать, готовы вас защищать. И здесь силы, которые подтянуты вашей родовой веткой. Поэтому здесь люди, которые уже давно работают с погостом. То есть, ну, если кто начал, возможно, это в перспективе у вас будет. Итак,
А теперь я хочу посмотреть, вот как хозяйка и хозяин кладбища относятся к вашим недоброжелателям. Да, вот те тоже посещают, бегают там, подделывают. Давайте их отношения к вашим недоброжелателям. Очень интересно. Так, сейчас, секунду. Это вот то, о чем я говорила. Есть, конечно, моменты такие. Давайте-ка я начну, да. Смотрите, по хозяйке и по хозяину кладбища, какая вообще интересная схема. Хозяин кладбища понимает, что этот человек хочет от чего-то освободиться, причем освободиться от ситуаций, которые ему, знаете, как всегда будут возвращаться к нему, пока человек не... То есть здесь по справедливости человеку все возвращается, а он хочет от этого освободиться, чтобы получить дары, да. А хозяйка кладбища, дело в том, что видит, что человек приходит разрушать, вызывает определенные силы, сам находится под ними и приходит разрушать веру других, понимаете? Вроде бы как он хочет ближе стать к высшим силам, но как-то исцелиться тоже хочет, да, и удачу хочет себе. Но вопрос же, кто какими методами действует, понимаете, да? Хозяин кладбища понимает, что этот человек ваш недоброжелатель под масками. А хозяйка кладбища, здесь человек защиты себе еще простраивать пытается, видит, что старается, да, защиты хочет. Защиты рода, возможно, ваш недоброжелатель хочет. Но дело в том, что методы, которыми он действует, силы видят те методы, которыми действует ваш недоброжелатель. Смотрите, он очень себе хочет защиты, стабильности, но всю его подноготную, понимаете, пятерка мечей, да, о чем речь. Здесь хозяйка кладбища видит, что этому человеку нужно отдохнуть от определенных, знаете, как мудрости поднабраться, помедитировать, понять, кто ты, что ты, зачем ты. А увы и ах, здесь нет, не так.
Человек постоянно, кстати, ходит, постоянно в Луну, ну, то есть лунные циклы соблюдает, эти защиты себе хочет простроить, но пятерка мечей, он, знаете, как очень долго через дебри идет к истине. Давайте скажем так, своими путями. С хозяином, понятное дело, что он видит маски. Короче говоря, ваш недоброжелатель приходит вроде как за справедливостью, но силы видят эти все маски на нем. Понимаете, здесь как бы приходит за одним, а эта сила говорит: нет, нифига. Будешь ты, короче, идти через... вот ты игнорировал какие-то, да, предупреждения. Вот будешь через падение, через разрушение и своих способностей, будешь медленно, но уверенно выходить, ну, к нормальному пониманию этого бытия, этого мира. Ваш недоброжелатель приходит за одним, хочет исцелить свою фортуну, но с помощью темных сил. А для того, чтобы сотрудничать с такими силами, которые должны ему дать то, что он хочет, он еще не дорос, понимаете? И вот хозяйка кладбища это четко видит и говорит: нет, тебе нужно еще башню пройти, дружок, потом умеренность проанализировать, и потом только ты к звездам, пожалуйста, да? К своему счастью можешь прийти. По хозяину кладбища я уже сказала. Он по справедливости все видит, и тот приходит делать, а по итогу с чем уходит? По итогу уходит ни с чем. Смотрите, аркан смерти и аркан шута получается, и они друг на друга смотрят, понимаете? А по итогу уходит ни с чем. Вот и все. Здесь может человек делать на привлечение к себе людей, либо же любовную магию, да. Но она вся уходит в то, что здесь человек, понимаете как, его останавливают болезнями, травматическими какими-то событиями, говорят: ты подумай, что ты делаешь, подумай, дружище, подумай. Здесь хозяйка кладбища видит ваши энергии, если он на вас делает любовную магию. Она видит ваши энергии и видит, что вы можете сотрудничать с миром мертвых. И знаете, как посылают вам такие некоторые намеки через деструктивные программы на то, что вот вас хотят треугольники затащить или еще что-то. У вас что-то, вы знаете, вы умеете считывать подсказки из пространства. И вот те хозяйка и хозяин, куда обращается ваш недоброжелатель, они прекрасно вас видят и дают вам им доступными методами, да, дают вам понять, что будь бдительнее, даже свеча у меня треснула, будь бдительнее, там, аккуратнее, осторожней. Вот. Она, как, знаете, программа, этот пришел, делает там свое, оно обнуляется, но дело в том, что вам знаки, они как посылают прям.
Вот реально посылают сразу же вам гонцов о том, что будь внимательнее. И вы как будто понимаете, вы знаете, что эти программы обнуляются вашим недоброжелателям. Вот так вот, что у него ничего не получается. Ну, во всяком случае, так мне показали, такой вот был первый вариант. Теперь давайте второй вариант. Сейчас я загружу картишки. Давайте теперь второй вариант. Хозяин кладбища. Здесь у меня император и императрица. И в зависимости от того, какой вариант вы выбрали, понимаете, вот так вот вы воспринимаете эти силы. То есть давайте я сейчас... Нет, я в конце расскажу. А может и не расскажу, еще подумаю. Так, второй вариант. Как к вам относится хозяин кладбища? Он видит, что вы пробуете себя для сотрудничества с ними. Эта энергия дает вам духовное возрождение, подключает вашу родовую систему для того, чтобы совершилась справедливость. Разрушения, которые у вас были в жизни или которые вам несут, да, с помощью, ну, таких же энергий ваши недоброжелатели, хозяин кладбища убирает. Здесь я больше ничего не хочу докладывать. Здесь реально все понятно. Здесь начало сотрудничества. Так, теперь хозяйка кладбища. Посмотрим, что у нее по отношению к вам. Тоже справедливость. Подключается справедливость. Слушайте, она тоже видит вас как человека, который пробует себя, выходит на контакт, да, с ними. Видит, что вы готовы идти на испытания, делать попытки какие-то, да, чтобы избавиться от деструктива. Здесь вот именно хозяйка кладбища, она как по справедливости распределяет, какие подселы, допустим, и деструктивные программы должны быть убраны, а какие должны быть призваны на помощь вам. Это все не быстро происходит, давайте скажем так. Вы вначале, вам еще очень тяжело по энергиям это все дается. Вот энергетически дается тяжело. Вам нужно чаще отдыхать и набираться сил перед тем, как проводить эти вот работы там. Итак, давайте посмотрим, как эти силы видят вашего недоброжелателя. Так. Недоброжелателя видят гордым, горделивым манипулятором. Ух ты, как интересно тут по хозяину пошло. Понимаете, здесь человек пытается, ваш недоброжелатель пытается прогнуть пространство. Вот что видит хозяин кладбища.
что с помощью силы, понимаете, все это, да. Ваш недоброжелатель, кстати, когда-то находился в очень стесненных обстоятельствах в этой жизни, но потом, видимо, вот такими методами решил добиваться. Но дело в том, что, понимаете, его выведут все равно в... Здесь падает отшельник, но я хотела сказать в повешенного, хотя карта отшельника. Смотрите, здесь человек, ваш недоброжелатель, всеми возможными методами пытается через силу, понимаете, якобы по справедливости, либо взывает к определенной, да, там, ипостаси. Короче говоря, вот сила, чтобы у него была, деньги, чтобы были, чтобы всегда, знаете, все было так, как хочется ему, вот так вот. Птицу удачи хочет, ну, хватануть ваш недоброжелатель, вот как его видят. Вот так я это все пока подзагребу. Так, давайте хозяйка кладбища. А вот хозяйка кладбища вашего недоброжелателя может выводить на определенное разрушение для того, чтобы он повышал свои вибрации. Нет. Хозяйка кладбища четко видит, что идет разрушение связи с родовой системой вашего недоброжелателя. Да, слушайте, он освобождается от сил. Смотрите, карта шута здесь за спиной у хозяйки кладбища. Он, видимо, возможно, к ней как бы не обращается, но это же дело тонкое, понимаете? Хозяйка и хозяин — это одна энергия, просто хозяин — это мужская, хозяйка — это женская, скажем так, проявление одной и той же энергии, понимаете? И обращаясь только к одной, нельзя игнорировать другую. Вот в чем секрет того, чтобы находиться в балансе, понимаете? А ваш недоброжелатель, получается, через мужские, здесь как, наверное, мужчина больше, потому что здесь очень продавливает пространство человек, понимаете? Вот прям продавливает его. А хозяйка при этом обнуляет, продолжает. Понимаете, чем больше ваш недоброжелатель выпрашивает у этих сил себе вот эту вот фортуну, удачу и все, чтобы было, как ему хочется, тем больше и сильнее хозяйка кладбища обнуляет его силы и связь с родом. Слушайте, здесь ваш недоброжелатель практик и больше не идет как мужчина, понимаете, вот по энергиям. Поэтому вот так вот второй вариант у вас выпадает. Обнуляют это все, обнуляют, понимаете. Давайте посмотрим, что по итогу.
Все равно человека будут обездвиживать, будут заставлять искать себя. Понимаете? Кто делает приворот, если ваш недоброжелатель все-таки мужчина, который вот приворотами занимается, вот это обнуляется, дело в том, что... Да, ваш недоброжелатель хочет воскресить прошлые моменты, понимаете? А никак не получается. А в иллюзиях. И при этом, ну, занимается магией вот в этом состоянии. Хочет победы. А не получается у него. Слушайте, ну здесь у меня любятина идет, девочки. Ну, понимаете, любятина. Здесь человек хочет, чтобы... Мальчики, если смотрите, у вас, значит, ваша девочка вот такая интересная. Здесь... Человек хочет, чтобы вы к нему более лояльно, снисходительнее и хорошо относились. Но здесь мне уже показывает, что он делает вам. Разваливает ваше пространство, не хочет, чтобы у вас дела ваши шли, работа, финансы. Чтоб люди предавали, чтоб начинания не получались. И хочется в треугольнике человеку этому вас загнать. Ваш недоброжелатель знает, что как только у вас пойдет падение вниз, у него идет перехват ваших благ, и у него идет... Он хочет наладить связь с родом. Силу хочет через вас вернуть себе свою силу. Да, слушайте. Второй вариант. Здесь ваш недоброжелатель хитрожопая скотопадла, короче говоря. Понимаете? Он прекрасно знает, что вы источник магии, энергии, благ, почестей для него. И не тешьте себя иллюзиями, что человек раскаялся, если вдруг он там будет в пространство к вам лезть. Нет, эта скотина просто кому-то обращалась, видимо. И ему сказали, что, или ей, что вы источник его всего прекрасного. Ему надо просто наполниться с помощью вас. Вот и все. Да, победы. Человек хочет победы над вами. Победы по жизни, но только за счет чужого ресурса. А его ресурс уже на дне, потому что очень много... Он гнет пространство, понимаете? Он его просто уничтожает. А это вмешательство в естественный ход событий. С помощью магии, с помощью лжи, манипуляций, НЛП, с помощью подавления, неуважения, оскорбления чувств, эмоций, жизни, мыслей других, неприятия того, что... Ну, если ты получаешь по голове, значит, есть за что тебе получить, понимаете? Мы, по сути дела, все получаем по голове. Знаете, чем практики, ведающие, знающие, отличаются от обычного человека? Мы проходим уроки уже. И там просто вопрос в скорости проработки информации, принятия, проживания, отпускания, и идешь дальше. Понимаете? Мы все всегда находимся в уроках, а ваш недоброжелатель хочет, чтобы он был вне этого закона, вне этой системы и гнет это пространство. Давайте я спрошу так, хочется мне узнать, если он не остановится, ничего не, вообще не примет,
Как будут эти силы потом действовать по отношению к нему? Слушайте, возле вашего недоброжелателя, вот смотрите, вы приходите, да, на кладбище, вы пришли по сотрудничеству, провели сотрудничество и ушли, а ваш недоброжелатель пришел, сделал то, что он сделал, и ушел с багажом из этих мест силы. И вот эти создания по справедливости, причем тут серьезные такие, и родовая система, даже вашего недоброжелателя, за все вот эти его попытки. Мне такое впечатление идет, что человек с помощью, знаете как, он, возможно, больше ни хрена, извините меня, не знает, как с помощью одних из составляющих любовной магии работать и по женщинам, ну, чтобы вот к нему бабы привлекались, и он их ресурс жрал, и на своих партнеров, понимаете, там мороки-оморочки закидывает. Здесь тупо одна тематика: любовная магия, привлечение к себе людей и их ресурсов, но использование именно любовной магии, понимаете? Здесь по справедливости эти силы поднимают уже более серьезных ребят снизу, и те приходят клевать ему голову, девочки и мальчики. Здесь может человек сейчас, секунду. Крадники на вас мог цеплять, поэтому смотрите, человек пьет. Вы у него в голове, короче говоря, вот кому он, на кого он делал вот эту магию, привороты, они все легли на него. Вот все, что он делал из вот этой любовной тематики для того, чтобы подавить волю других людей, женщины это были по любовной сфере, либо же это были мужчины в деловой сфере, да, вообще не суть важно. Это все как проклевывает ему голову по итогу. Ой, да. Ой, да. Ой, да-да-да. Там будут и драки, и стычки, и с мужчинами, и с женщинами, которые будут просто-напросто, ну, его разрывать. То есть, знаете как, к нему будут притягиваться в пространство люди под подселенцами, либо же некоторые из них будут с более сильными возможностями, более прокачанные, давайте в эзотеризме, давайте я так скажу, да. И там будет нехилая такая нахлобучка, знаете, как ну, спускают всех собак на него. Он слишком гнет пространство, понимаете, этот человек гнул пространство. Сейчас это все должно будет восстановиться. И это пространство начнет вытеснять его по итогу, понимаете? Я не знаю, как бы вам это объяснить. Ну вот представьте чемодан с вещами, да? И он заполнен.
Ваш недоброжелатель пытался, короче, в этот чемодан влезть, потому что вот ему хочется вот вместе с этим чемоданом уехать там куда-то, да, не как нормальному человеку, а вот именно, ну, на халяву, через багажный отдел, давайте скажем так, да, транспортироваться в лучшее, так сказать, в лучшую свою жизнь. А получается, что он еще даже до таможни не дошел. И этот чемодан, знаете, как вот бывает, закрываешь его, а он открываешь, оттуда вещи вот так вылетают. То я не знаю, у меня просто бывало такое, когда я собирала свои вещи, и вот только расстегиваешь, и пуф, такое вот фейерверк. И его не просто выпихают на то место, с которого он начинал, а вот эта волна, она его откинет на порядок назад по развитию его, понимаете, по его... То есть это и качество жизни, и качество здоровья ухудшиться может. Не может, а ухудшиться. Там любые сферы, абсолютно любые, если не все. Понимаете, вот не знаю, насколько доступно, но вот такая ассоциация у меня пришла. Надеюсь, вам было все, в принципе, предельно ясно. Вы можете не переживать, высшие силы на вашей стороне. Так что вот такой вот был у нас раскладик на сегодня, ребят. А я с вами прощаюсь и желаю добра этого мира. Пока-пока.